Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о квадратных скобках и способах создания их кейс-версий. Квадратные скобки достаточно простые в рисовании, они симметричные, поэтому много ума здесь не потребуется нам. Обычно начинается нижняя часть у нее с высоты строчных знаков с выносными элементами снизу, а заканчивается сверху чуть выше прописных. Поэтому откроем этот глиф и быстренько его нарисуем. Нас интересует только половина. Я пока сильно не буду вдаваться в подробности того, как именно она должна выглядеть. Поэтому просто Pen Tool накидаю вот такую фигуру. Я поставил рядом букву Q с нижним выносным элементом, чтобы понимать, где у нее низ находится, и букву A, чтобы понимать, какая толщина нас интересует. Нужно по толщине, чтобы толщина этого элемента была примерно где-то средняя между ними. Поэтому здесь 130, здесь 150, выставляю 140. Опускаем теперь ниже до 200. Так, есть. Вот эту часть можно сделать чуть побольше, чтобы она не так контрастно выглядела. Пускай будет, например, 130. Так, размер здесь сделаем вот так. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно определиться с ее высотой. Я выбираю элемент Tool, нажимаю на этот элемент, жму Alt и не отпускаю его, перетягиваю, и у меня получается ее полная копия, связанная с оригинальной фигурой. Или же могу сделать так: выделяю его здесь элемент тулом и через плюсик выбираю создать референс. И теперь они у меня между собой связаны. Выбираю один из них, нажимаю E, чтобы перевернуть, и поднимаю его выше по высоте до, ну, допустим, пускай будет 750. Все, отлично. Теперь, если я вот тут сделаю какие-то изменения, они у меня взаимосвязаны. Поэтому я сейчас нахожу среднее значение. Это у нас 355. А нет, 275. Вот, отлично. Теперь, в принципе, у меня все готово. Возможно, даже можно сделать его чуть поменьше, что он достаточно массивно выглядит сам по себе. Это тоже сократим. Все, квадратная скобка у нас готова. Теперь сделаем ее в другую сторону, но нам нужно же это все перенести в другие мастера. Для этого мы, если просто скопируем эти элементы и вставим их сюда, то связь между ними потеряется. Поэтому нам нужно ее сохранить. Так, во-первых, я вот это местами поменяю. Все, отлично. Теперь элемент тулом жму Ctrl-A и группирую их. Теперь у меня появилась новый элемент, группа элементов. Копирую его, выделяю вот именно вот эту. Если два раза кликну, у меня он провалится на уровень ниже. Нам нужно только группу элементов скопировать. Поэтому Ctrl-A, копировать. И можно даже сделать вот что, наверное. Если я выделю ее, Ctrl-Y нажму, она скопировалась у меня на все мастера, которые доступны для редактирования. И при этом сохранилась связь между ними. Теперь что я делаю? Я выбираю высота. Нам редактировать высоту нам не нужно. Нам нужно редактировать только ширину вот этих вертикалей и горизонталей. Здесь у меня 80, здесь 90. Значит, я здесь делаю тоже 80. В лайте у нас 37, 40, сделаю 38. Редактирую только нижнюю. Так, 38, это вот так. И вот это, ну, пускай, допустим, будет 36.
я добавил все скобки, они у меня взаимосвязаны, вариативность работает, все окей. Теперь нам нужно сделать вот что. Нам нужно создать зеркальную версию этой квадратной скобки. Делаю двойной клик, и в принципе здесь ничего у нас не происходит, но теперь мы можем воспользоваться автолейером. Я беру, копирую название этой скобки и вставляю его в симметричную. Нажимаю, так, пока ничего не нажимаю, пишу здесь равно, знак собаки, и теперь мне нужно ее перевернуть. Для этого я использую тильду. Жму с зажатым альтом на иконку, и она у меня полностью отзеркалилась. Ну, в данном случае она перевернулась на 180 градусов, но это по сути то же самое, поэтому не принципиально. В принципе, все. У нас все здесь готово, все работает, все как надо. Делается это за пару секунд буквально. Мы нарисовали наши квадратные скобки, и теперь, если посмотрим, они классно смотрятся со строчными символами, но с прописными символами смотрятся уже не очень. Видно, что здесь они уходят сильно вниз, а здесь как будто бы не хватает немножко сверху. Было бы здорово, если бы можно было их немножко приподнять, но если мы их приподнимем, тогда они будут плохо смотреться здесь. Для того, чтобы компенсировать эти два нюанса, мы можем сделать отдельную версию этих скобок и использовать их для прописных символов, ну и для всяких цифр тоже, чтобы они смотрелись с ними корректно. Для этого нужно сделать кейс-версию этих скобок. Чтобы их сделать, нам нужно сделать их альтернативные копии. Поэтому мы выбираем две вот эти скобки, жмем Ctrl-D, и вот здесь, если у вас здесь ничего не написано, мы прописываем точка кейс. Жму ОК, и у нас создаются два точно таких же символа. Теперь нам нужно сделать так, чтобы они были связаны с родительскими скобками и при этом находились выше. Для этого мы сделаем вот что. В первую очередь мы берем и копируем, даже вот так сделаем, рядом поставлю две квадратные скобки. Вот это оригинальные. Мы это видим по названию. А вот это их увеличенные версии, приподнятые. Что я делаю? Я жму, выбираю в название этой скобки и копирую его сюда. Теперь мне нужно его приподнять. Для этого мне нужно определиться с тем, как высоко я бы хотел его поднять. И, собственно, прописать это уравнение. Поэтому в первую очередь давайте определимся с высотой. Я поставлю здесь между ними, пускай будет 8. И теперь приподнимем. Вот так, в принципе, плюс-минус меня устраивает, что у нас по высоте получается 130. 130 меня, ну, можно даже еще немножко приподнять. Ну, допустим, вот так меня устраивает. Смотрим высоту, приближаем, на рулетке смотрим. Если вы не видите, нажмите Ctrl-R, и она у вас появится 125, минус 125. Это значит, что на такую высоту нам нужно ее поднять. Поэтому что я делаю? Вот здесь я прописываю равно. В кейс-версии жму, вставлю собаку и пишу минус 125. Нужно включить. С зажатым альтом включаю. Вот она у меня приподнялась, но по положению она у меня сместилась. Нет, в принципе, нормально. Вот здесь, если я прописал выражение метрик, он у меня, в принципе... Ну, еще с метриками, если что, вы там разберетесь. Если я их сейчас уберу, здесь она у меня сместилась на минус 125, а здесь 272. Почему? Потому что у меня здесь выражение прописано «смести эту скобку по высоте на минус 125, но и справа и слева, в данном случае слева смести ее на минус 125, потому что это у нас положение x, y. Мы их задали одновременно для двух этих положений, поэтому, чтобы она у меня применилась только к одному из значений, я поставлю здесь запятую, и вот теперь он у меня стал туда, куда он изначально был установлен. Поэтому здесь могу написать, например, 100. И она немножко подвинулась. Хотя почему-то... она у меня не подвинулась, потому что это значение полуопроши у меня берется из оригинальной скобки. Если я здесь напишу 150, например, то и это у меня тоже сместится. Но здесь оно у меня привязано к единичке, поэтому вернем обратно, как было. Все, здесь мы сделали. И теперь, чтобы нам в следующий раз точно быть уверенным, что оно привяжется, потому что мало ли вдруг мы отключим эти автолейеры, нам нужно, чтобы оно сохранилось. Я пропишу здесь полуопроши из вот этой скобки.
я пишу, возьми их из квадратной скобки, но сделай это наоборот. Хотя нет, здесь нам это не нужно. Здесь вставляем как есть. Все, теперь нам нужно сделать вот что. Копируем вот это и вставляем. Так, здесь у меня во всех. Угу. Теперь копирую вот сюда. Но теперь нам нужно ее повернуть. То есть нам ее нужно не только приподнять, но и отзеркалить. Отзеркалить мы ее должны по оси X. Попробуем сюда вставить тильду. Ничего не поменялось. Выбираем тильду, ставим ее в первом значении перед запятой. Угу, все отлично. Она у меня отзеркалилась. Теперь я отключаю и включаю сразу во всех мастерах по метрикам. Здесь у меня они привязаны к единице и к нулю, а вот здесь нужно их привязать к вот этому значению. Поэтому что я делаю? Я жму, копирую вот это название и вставляю их сюда. Но чтобы они были корректны, потому что сейчас они меня не устраивают совершенно, мне нужно их отзеркалить. Поэтому значение метрик я зеркалю выражением равно и вертикальный бар равно. Все. Теперь у меня получается, что здесь 98, здесь 98, здесь 49, здесь 49. Здесь у меня все настроено, а вот здесь нужно настроить. Поэтому что я делаю? Я просто беру и вставляю сюда эти значения. Меня они полностью устраивают. Все. Теперь, чтобы проверить, работает это или не работает, мы можем сгенерировать автофичи. Сейчас я их почищу и добавлю новые автофичи. Здесь у меня автоматически добавилась фича case, которая относится ко всем символам, у которых есть такой суффикс case. В данном случае это вот эти квадратные скобки. Теперь я его компилирую, то есть сначала добавил, потом скомпилировал, чтобы программа проверила этот код на ошибки. И теперь проверяю, работает он или нет. Открываю меню окна Preview, включаю фичи, и теперь я могу здесь включить кейс. И мы увидим, как у нас автоматически приподнимаются все квадратные скобки. Там, в зависимости от того, включен у нас при наборе текста в будущем в программе в Shift или нет, они будут автоматически сами подниматься либо опускаться. Так что тут уже в зависимости от того, как пользователь будет это использовать, они будут подтягиваться, так сказать. Но главное, что мы их добавили, фичи добавили, все работает. По такому же принципу мы создаем все остальные кейс-версии символов. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.